Всем привет! Давно не виделись, и у меня для вас новое видео в формате Deep Minimal House. Это новый скетч, который сделан в стиле венгерского продюсера Даниэль Мейстер. Давайте посмотрим, из чего он состоит, и заодно посмотрим технику лейеринг баса. Поехали! Ну что, традиционно начнем с группы ударных. Звучит она отдельно вот так. Давайте по порядку. Есть здесь кик. Он острый, короткий. В целом сейчас актуален он в данном жанре Deep Minimal House. Здесь немножко я в районе 220 Гц прибрал 1,5 дБ, чтобы он звучал чуть-чуть помягче. Дальше здесь группа перкуссий, хай-хетов и клэпа. Я думаю, что на каждой дорожке останавливаться мы здесь не будем. Скажу только то, что здесь минимум обработки, ну, поскольку это набросок, и 50% состоит из лупов, каких-то взятых в чистом виде, обработанных, каких-то переработанных, как, например, вот эти перкуссионные. Взял что-то, вырезал, что-то склеил, и, в общем, получился вот такой собственный луп. Поэтому мы оставляем группу ударных позади и идем дальше. Посмотрим на группу синтезаторов. Вот так она звучит в соло. Здесь у меня во всем проекте я использовал диву. Вот такое арпеджио. Есть вот такой пэд, который очень плавно двигается на протяжении всего этого наброска и делает трек атмосферным, добавляет ему глубину. Такой красивый звук. Есть вот такой интересный тоже звук. Не знаю, как его охарактеризовать. Что-то такое металлическое. Кстати говоря, я его взял из своего же пакета пресетов, который у меня есть на моем Patreon канале. Вы можете подписаться и скачать мои пресеты на диву. И есть вот такой тоже интересный звук. Он взят из стандартной библиотеки Ableton. Я здесь практически ничего не менял, добавил только эхо, срезал низких частот и добавил вот этот эффект, как он называется, шифтер. Он немножко чуть пригрязняет этот звук.
целом с группой синтезаторов тоже мы закончили. Ну и, собственно, давайте перейдем к группе баса. И здесь в группе 3 дорожки. Давайте каждую посмотрим в отдельности. Вот так звучит бас в соло. И начнем с первого звука. Это вот такой вот линейный. Здесь тоже дива, и этот звук тоже я взял из моего сэмпл пака. Дальше двигаемся. Это второй звук. Сейчас о каждом расскажу. Давайте послушаем третий. Значит, как и обещал, фишка лейеринг баса в чем здесь? Ну, во-первых, это слои, понятно. И здесь конкретно в этом наброске вот в чем дело. Значит, у нас первый звук сразу начинается на первой доле первого такта. И он, собственно, длится целую долю, получается, до второй. Он имеет такую длину, довольно длинную. То есть, если мы, к примеру, укоротили бы вдвое, то у нас бы трек зазвучал совершенно по-другому. Или, например, вот так. Да, то есть вот эта длина ноты, собственно, и создает вот этот грув, вот это напряжение, которое нам так нравится. И, кстати сказать, он остается линейным на протяжении всего трека, то есть он не меняется, и он постоянно держит нас в таком напряжении, постоянно держит нас в ритме. Этим и он и хорош. Давайте посмотрим на второй звук. И здесь ситуация, можно сказать, противоположная. Здесь наоборот. Звуки в 2 раза короче. То есть, если первый у нас задает весь этот панч, весь этот жир, то второй добавляет такой динамики, скажем так. Да, кстати, в этом пресете периодически еще плавает питч. То есть такой этот бас немного живой, скажем так, но он живет своей жизнью на самом деле. Вот, и третий вид баса, он работает больше на нижней середине, ближе вот к средним частотам. Слышно, он в районе где-то 300 Гц больше всего работает. И он сюда вносит такой некий, как бы, уточняющий, что ли, характер. Немножко так подчеркивает основной вот этот грув весь. Да, вот сейчас, когда бас в соло, его отчетливо слышно, вот этот плавающий питч. Но в треке он играет очень интересно. Ну и последний
Звук — это здесь такая текстура, ambient. Ее практически не слышно, но она заполняет пустоты образующиеся. И, в общем-то, он такой размытый здесь. Он тоже больше служит для создания глубины и атмосферы в этом треке. Ну, в этом наброске. Вот. И, собственно, вот и весь этот проект, который я хотел показать, был вдохновлен продюсером Даниэлем Мейстером, как я уже говорил в начале, очень интересный музыкант, и надеюсь, что у меня получилось этот проект повторить, ну или хотя бы приблизиться к этому звучанию. Вот, поэтому, если вам понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь и так далее. Всем пока!